Строительная площадка в тот вечер казалась особенно неуютной. Густой прохладный туман медленно оседал на металлические конструкции башневых кранов, а в воздухе висел неистребимый запах влажного бетона, дизельного топлива и остывающего за день металла. Иван, мужчина лет 45, с крепкими мозолистыми руками и усталым, залегающим глубокими морщинками вокруг глаз взглядом, заглушил двигатель в кабине своего крана на самой высоте 10-го этажа. Каждая мышца в его теле ныла. Смена выдалась невероятно тяжелой. Целый день пришлось перемещать тяжеленные бетонные плиты и арматуру под порывистым неприятным ветром, который раскачивал многотонную стрелу, требуя от крановщика предельной, выматывающей концентрейшн. Спустившись по железной лестнице на землю, Иван с удовольствием снял каску, вытер потный лоб тыльной стороной ладони и тяжело вздохнул. Домой хотелось не просто сильно, а до ломоты в костях. Обычно его маршрут огибал несколько крупных кварталов и шел вдоль шумного городского проспекта, но сегодня сил на лишние шаги просто не оставалось. Поправив на плече потертую спортивную сумку с рабочей формой, Иван решил срезать путь и направился напрямик, через запутанные тихие дворы старой застройки, где вместо рева машин слышался лишь шелест листвы да редкий скрип детских качелей. Дворы встретили его полумраком и прохладой. Фонари здесь горели через один, выхватывая из темноты то облупившуюся штукатурку старых пятиэтажек, то густые кусты сирени, разросшиеся вдоль узких тротуаров. Иван шел размеренным, неторопливым шагом, погруженный в мысли о горячем душе и сытном ужине. Как вдруг его чуткий слух уловил странный звук. Это было негромкое, ритмичное цоканье когтей по асфальту прямо у него за спиной. Иван обернулся. В нескольких шагах от него стоял пес. По его каплевидной морде, сбитой в шерсти невнятного серо-рыжего окраса и торчащим в разные стороны ребрам, сразу становилось понятно. Перед ним типичный бродяга, с детства познавший все радости уличной жизни. Но внимание мужчины привлек вовсе не истощенный вид дворняги и даже не ее умные, немного грустные карие глаза. В зубах пес аккуратно, старательно избегая соприкосновения с землей, держал обычный плотный полиэтиленовый пакет с ручками. Пакет был старым, помятым, но явно очень ценным для своего четвероногого хозяина. «Чего тебе, приятель?» — тихо спросил Иван, остановившись. Пес тоже замер. Он не зарычал, не вильнул хвостом и не проявил никакой агрессии. Он просто смотрел на человека снизу вверх, своими глубокими, почти человеческими глазами, крепче сжав челюсти на ручках пакета. Поняв, что прогонять его никто не собирается, собака сделала пару шагов вперед, но сохранила дистанцию. Иван почесал затылок, улыбнулся такой странной компании и пошел дальше. Пес последовал за ним. Они двигались в молчаливом тандеме. Уставший после тяжелой смены крановщик и тощий уличный пес с пакетом в зубах. Собака не забегала вперед, не скулила и не попрошайничала, а просто шла вровень с человеком, будто выполняла какую-то свою, только ей известную и очень важную работу. Так они прошли 3 двора, миновали небольшую арку и вышли к дому Ивана. Мужчина поднялся на крыльцо своего подъезда, придержал тяжелую металлическую дверь и на секунду застыл, глядя на своего спутника. Пес остановился у первой ступеньки, аккуратно положил пакет на сухой асфальт, сел рядом и поднял голову. «Ну, прощай, друг. Мне на 5-й, а тебе, видимо, дальше», — пробормотал Иван и вошел внутрь. Оказавшись в своей небольшой, но уютной квартире, Иван первым делом бросил сумку в коридоре и прошел на кухню. Голод был настолько сильным, что в животе буквально крутило.
На столе лежал свежий батон, а в холодильнике дожидался своего часа приличный кусок хорошей вареной колбасы. Мужчина быстро поставил чайник на плиту, достал доску и начал нарезать толстый ломоть хлеба и сытные кружочки колбасы, мечтая о том, как сейчас плотно перекусит. Но мысль о собаке не давала ему покоя. Вспомнив провалившиеся бока дворняги и ее тонкие лапы, Иван подошел к окну и взглянул вниз. Пес все еще был там. Он сидел прямо под окном ивановской кухни на небольшом островке пожелтевшей травы. На фоне темнеющего двора его одинокая фигурка выглядела бесконечно трогательно и беззащитно. Собака смотрела прямо на светящееся окно 5-го этажа, и даже с такого расстояния Иван смог почувствовать этот невероятно тоскливый, глубокий и голодный взгляд. «Эх ты, напарник!» — вздохнул Иван, чувствуя, как сжимается сердце. «Нельзя так людей смущать». Быстро приняв решение, мужчина отрезал от своего запаса добрую половину колбасы, добавил пару пышных кусков хлеба и выбежал на балкон. С 5-го этажа бросать еду прямо на землю было плохо. Колбаса могла испачкаться в пыли, да и не факт, что пес успеет ее подхватить. Поэтому Иван постарался прицелиться так, чтобы угощение упало на чистый участок газона прямо перед носом животного. «На, держи, поешь!» — крикнул Иван сверху. Куски колбасы и хлеба упали на траву. Пес мгновенно поднялся, подошел к еде и наклонил голову. Иван остался у окна, желая посмотреть, с какой жадностью голодное животное проглотит неожиданное богатство. Он ожидал увидеть привычную картину, как бродячая собака за секунду, почти не жуя, уплетает все до последней крошки, опасаясь, что добычу отнимут другие. Однако то, что произошло дальше, заставило крановщика буквально лишиться дара речи. Пес не стал есть ни единого кусочка. Вместо этого он аккуратно обнюхал колбасу, затем подошел к своему помятому полиэтиленовому пакету, который лежал неподалеку. Положив пакет на траву, пес зубами раскрыл его край. После этого он бережно, один за другим, подбирал куски колбасы и хлеба с земли и складывал их внутрь пакета. Когда вся еда оказалась внутри, собака ловко подхватила ручки пакета зубами, подняла его, еще раз взглянула на окно Ивана, будто беззвучно благодаря, повернулась и неторопливо побрела прочь из двора, исчезая в вечерних сумерках. Иван так и остался стоять у окна с открытым ртом. За свою жизнь он видел много разных собак, но такого поведения не встречал никогда. Зачем голодному псу с улицы нести еду куда-то в пакете? Поделиться с щенками? Но пес выглядел как кобель, да и повадки были совсем не материнские. На мгновение Иван даже подумал, что ему это мерещится от усталости, но пустая доска из-под колбасы на столе подтверждала. Еда действительно ушла с непонятным уличным курьером. Следующие 2 дня прошли в обычной рабочей рутине. На стройке кипела работа, подвозили новые партии материалов, и Иван крутился в кабине крана с утра до самого вечера. Но история с собакой не выходила у него из головы. Каждый раз, возвращаясь домой, он поневоле всматривался в тени между домами, надеясь снова увидеть странного пса с пакетом, но тот словно сквозь землю провалился. На 3-й день история получила совершенно неожиданное продолжение. Иван находился на строительной площадке. Был час обеденного перерыва, и мужчина спустился вниз, чтобы переговорить с прорабом и забрать из бытовки свой обед. Проходя мимо строящегося здания, он услышал, как рабочие у ворот о чем-то оживленно спорят и смеются. «Смотри-ка, приперся! И не боится ведь шумной техники!» «Да он с поклажей! Куда это он собрался?» Иван подошел ближе и замер от изумления. У въезда на стройплощадку прямо возле КПП сидел тот самый пес. В его зубах был все тот же потертый пакет. Собака сидела абсолютно спокойно, игнорируя грохот самосвалов и выкрики рабочих. Но как только пес увидал Ивана, его хвост сделал один четкий приветственный взмах,
а в глазах блеснул огонек узнавания. «Ты смотри, это же к тебе, Ваня!» — с удивлением воскликнул прораб. «Знает тебя, что ли?» «Похоже на то», — прошептал Иван, до сих пор не веря своим глазам. Как собака смогла найти его на стройке, находившейся почти в километре от его дома? Для Ивана это оставалось загадкой. Забыв про усталость, мужчина улыбнулся. «Подожди меня здесь, парень, я сейчас». Иван быстро поднялся по лестнице на свой этаж, где в бытовке лежал его собственный обед. Сегодня у него с собой был отличный сытный набор: добрый ломоть деревенского сала с мясными прожилками, свежий ржаной хлеб и пара отварных яиц. Не задумываясь ни на секунду, Иван завернул сало и хлеб в чистую салфетку, спустился вниз и подошел к псу. «На вот, держи, сегодня у нас по-королевски сало», — ласково сказал Иван, протягивая еду. Пес вежливо вильнул хвостом, но, как и в прошлый раз, не стал есть на месте. Он снова положил пакет на бетонные плиты, аккуратно развернул его зубами, переложил туда сало и хлеб, после чего крепко зажал ручки пакета в пасти. Посмотрев на Ивана долгим, глубоким взглядом, пес развернулся и направлялся к выходу со стройки. Ивана охватило непреодолимое любопытство. Понять, куда и кому эта удивительная собака носит еду, стало для него не просто интересным вопросом, а настоящим делом чести. «Слушай, прораб, я отлучусь на полчаса. Чрезвычайное дело!» — крикнул Иван на ходу, даже не дождавшись ответа. Он быстро сбросил каску, поправил куртку и пошел вслед за собакой. Пес шел не торопясь, хорошо зная свой маршрут. Он не оглядывался, явно уверенный в том, что его никто не преследует с дурными намерениями. Иван держался на расстоянии 20 метров, чтобы не спугнуть четвероногого спутника и не мешать его странной миссии. Они миновали несколько шумных улиц, перешли по пешеходному переходу дорогу и углубились в старый сквер. Пройдя около километра, пес вывел Ивана к оживленному перекрестку, где располагался вход в старый подземный переход. В это время дня здесь было довольно много людей. Кто-то спешил на работу, кто-то выходил из метро, мимо проносились студенты и пенсионеры. Пес уверенно направился прямо к широким бетонным ступеням подземки. Иван убавил шаг и аккуратно подошел ближе, наблюдая с верхней площадки за происходящим внизу. На ступенях подземного перехода, постелив под себя старое потертое пальто, сидел пожилой мужчина. Его одежда была бедноватой и поношенной, но очень чистой и аккуратной. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, а лицо, хотя и было изрезано глубокими морщинами печали и жизненных невзгод, излучало удивительную доброту. Рядом с ним лежала старая потертая кепка, в которой блестело лишь несколько мелких монеток. Как только пес начал спускаться по ступеням, лицо старика буквально преобразилось. В его уставших глазах вспыхнула такая искренняя теплота и радость, которую невозможно сыграть. «Вернулся, друг мой, ты вернулся!» Тихо, но с неимоверной нежностью произнес пожилой человек. Пес подбежал к старику, аккуратно положил пакет прямо ему на колени и только после этого позволил себе проявить эмоции. Он ткнулся мокрым носом в щеку мужчины, радостно заскулил и начал вилять хвостом так сильно, что, казалось, вот-вот вильнет всем телом. Старик, дрожащими отнюдь немолодыми руками, развернул пакет. Когда он увидел свежее сало и хлеб, на его глазах выступили слезы. Он погладил собаку по спутанной шерсти на голове и тихо сказал: «Ах ты мой добытчик! Снова кого-то доброго встретил на своем пути. Ну, спасибо тебе, родной. Давай-ка обедать». Иван со своего места вверху внимательно наблюдал за этой картиной. То, что произошло дальше, окончательно растрогало крепкого и сурового крановщика до глубины души. Старик достал из кармана небольшой складной ножик. С огромной осторожностью и любовью он разделил сало и хлеб ровно пополам. Одну половину он аккуратно положил на чистую салфетку перед псом, а вторую оставил себе.
«Давай, ешь, ты заслужил», — сказал пожилой человек. Только теперь, получив свою законную долю из рук хозяина, пес приступил к еде. Они ели вместе. Старый человек, оставшийся, судя по всему, на самом дне жизни, и его преданный пес, который каждый день отправлялся в город, чтобы добыть пропитание для них обоих. В этом простом делении скромного обеда пополам было столько человечности, верности и настоящей, ничем не искаженной любви, сколько Иван не видел за всю свою жизнь среди обычных благополучных людей. Мужчина почувствовал, как к горлу подступил ком. Этот тощий уличный пес не просто искал еду, чтобы выжить сам. Он заботился о своем человеке в самый тяжелый темный период его жизни, не бросая его в беде и оставаясь преданным защитником и добытчиком. Иван вытер выступившую слезу, решительно выпрямил спину и медленно пошел вниз по ступеням подземного перехода. У него в голове уже созрел твердый план, и он точно знал, что больше никогда не оставит этих двоих на произвол судьбы.